за вспышками света, оглушительной музыкой и визуальным совершенством, которые мир наконец увидел в музыкальном видео BTS 2.0, скрывались тихие уголки, хранившие истории, не запечатленные основной камерой, а живущие в промежутках времени. Именно там находились Ким Тэхён и Чон Чингук, две души, которые всегда находили способ вернуться друг к другу, даже когда мир требовал от них совершенства. День начался раньше обычного. Большая студия в пригороде Сеула была заполнена членами съемочной группы с самого рассвета. Воздух был еще прохладным, но в комнате царила теплая атмосфера, знак того, что день будет долгим, утомительным, но и значимым. Первым прибыл Тэхён в длинном, немного великоватом пиджаке, с растрепанными волосами, словно только что проснувшийся. Он шел медленно, осматривая каждый уголок съемочной площадки, словно пытаясь впитать атмосферу. Но на самом деле он искал кое-что другое. И, как обычно, вскоре нашел это. Чингук пришел быстрым шагом, неся в руке бутылку с водой. Его дыхание было слегка затруднено, вероятно, из-за пробежки, чтобы не опоздать. Когда его взгляд встретился со взглядом Тэхёна, последовала короткая пауза, мгновение, которое могло бы показаться незначительным для кого-либо еще, но для них это было своего рода молчаливое приветствие. Тэхён первым улыбнулся. «Опоздал», — просто сказал он легким тоном. Чингук пожал плечами, затем наклонился. Хён тоже только что пришел. И, не говоря ни слова, они пошли бок о бок к гримерной, словно это была привычка, не требующая объяснений. За кулисами мир казался другим. Не было ликующих ARMY, не было камер, следящих за каждым их движением, только они, съемочная группа и долгий процесс совершенствования. Тэхён сел в кресло гримера, Чингук рядом с ним. Большое зеркало перед ними отражало две безмятежные фигуры, но их глаза рассказывали историю. Время от времени Чингук поглядывал на Тэхёна, замечая мелкие детали, то, как Тэхён закрывал глаза, пока ему наносили тональный крем, или как он неосознанно прикусывал нижнюю губу, когда о чем-то думал. «Ты спишь?» — внезапно спросил Чингук. Тэхён приоткрыл один глаз, слегка повернув голову. «Немного». Чингук кивнул, затем, не говоря ни слова, достал из сумки бутылочку с витаминами и поставил ее на стол Тэхёна. «Прими позже». Тэхён посмотрел на бутылочку и слегка улыбнулся. Слова благодарности не было, но его взгляда было достаточно, чтобы сказать все. Начались съемки. Концепция BTS 2.0 была о трансформации, о новых версиях самих себя, о пути, о том, кем они были раньше и кем они стали сейчас. Съемочная площадка была наполнена футуристическими элементами, неоновыми огнями и сложной хореографией. Но под всем этим постепенно начинала нарастать усталость. После нескольких дублей Чингука увидели сидящим в углу, переводящим дыхание. На лбу у него выступил пот, и он пытался сосредоточиться, несмотря на нарастающую усталость. Тэхён это заметил. Не говоря ни слова, он подошел и сел рядом с Чингуком. Он ничего сразу не сказал, просто открыл бутылку с водой и предложил ему. Чингук взял ее и отпил. «Устал?» — тихо спросил Тэхён. Чингук усмехнулся. «Немного». Тэхён кивнул и посмотрел вперед. «Ты всегда говоришь немного, даже когда вот-вот упадешь». Чингук не ответил, просто улыбнулся. Потому что он знал, Тэхён всегда знал. Во время перерыва атмосфера стала более расслабленной. Некоторые другие участники шутили, съемочная группа усердно переставляла декорации, а камеры за кадром начали записывать небольшие моменты. Тэхён стоял у монитора, просматривая предыдущий дубль. Чингук подошел сзади и подсознательно положил подбородок на плечо Тэхёна. «Хорошо?» — спросил он. Тэхён не ответил сразу. Он перемотал определенный фрагмент и указал на экран. «Вот, можешь немного расслабиться. Не шуми слишком громко». Чингук медленно кивнул. Он не отошел, оставаясь в этом положении, словно это было его самое удобное место.
И, возможно, так оно и было. Спускалась ночь, но съемки еще не закончились. Свет становился ярче, и атмосфера накалялась. Была одна сцена, требующая более глубоких эмоций, не просто движений, а чувств. Перед началом дубля Тэхён стоял один в углу, пытаясь вжиться в роль. Чингук наблюдал за ним издалека, а затем подошел. «Ты готов?» — спросил Чингук. Тэхён тихо вздохнул. «Должен». Чингук больше ничего не сказал. Он лишь один раз похлопал Тэхёна по плечу, небольшой, но значимый жест. И когда камеры начали снимать, что-то изменилось. Тэхён перестал быть Тэхёном, а Чингук – Чингуком. Они стали частью более масштабной истории, повествования о взрослении, потерях и надежде. Но даже среди всего этого одно оставалось неизменным – как они нашли друг друга. Съемки закончились поздно ночью. Все выглядели уставшими, но чувство удовлетворения было не скрывать. Они знали, что создали нечто особенное. Тэхён сел на пол, прислонившись к стене. Чингук подошел с 2 бутылками воды и сел рядом с ним. «Мы сделали это», — сказал Чингук. Тэхён улыбнулся, глядя перед собой. «Мы всегда это делаем». После этого воцарилась тишина, но не неловкая. Это была комфортная тишина, такая, какая бывает только между 2 людьми, которые по-настоящему понимают друг друга. Чингук повернул голову, глядя на Тэхёна. «Хён». «Хм. Спасибо». Тэхён посмотрел на него в ответ, немного удивленный. «За что?» Чингук улыбнулся. «Чтобы остаться здесь». Тэхён не ответил сразу. Он просто несколько секунд смотрел на Чингука, а затем мягко улыбнулся. «Я никуда не уходил». И, возможно, в этом и был смысл. За всеми камерами, за всем вниманием и за всеми ожиданиями мира Тэхён и Чингук оставались 2 людьми, которые нашли друг в друге дом. История, которая не всегда была видна, но всегда ощущалась. Эта ночь должна была стать концом. Но для Ким Тэхёна и Чон Чингука именно здесь начала разворачиваться настоящая история, медленно, неторопливо, как последняя страница, не желающая закрываться. После того, как вся съемочная группа начала собирать вещи, большие осветительные приборы выключили один за другим. Осталось лишь несколько маленьких лампочек, отбрасывающих длинные тени на просторный пол студии. Атмосфера, наполненная шумом, теперь сменилась тишиной, которая не была пустой, а была наполнена оставшейся энергией тяжелого рабочего дня. Тэхён оставался на месте, прислонившись спиной к холодной стене. В руке он держал бутылку с напитком, которую еще не открыл. Его взгляд был рассеян, словно мысли все еще крутились вокруг сцены, которую они только что закончили. Рядом с ним Чингук откупорил свою бутылку и медленно отпил. Дыхание стало ровнее, но усталость все еще была очевидна потому, как слегка опустились его плечи. «Странно», — начал Чингук тихим голосом, словно разговаривая сам с собой. Тэхён слегка повернул голову. «Что?» Чингук пожал плечами, глядя перед собой. «Каждый раз, когда мы заканчиваем съемку чего-то масштабного, всегда такое ощущение». «Какое?» «Как пустое, но в то же время полное». Тэхён слегка улыбнулся. Он понимал. Потому что чувствовал то же самое. Прошло несколько минут без разговоров. Только затихали шаги съемочной группы, и изредка доносился звук перемещаемого оборудования. Тэхён наконец открыл бутылку воды и медленно отпил. «Помнишь, — вдруг сказал он, — как мы впервые снимали музыкальное видео?» Чингук усмехнулся, сразу поняв, к чему все идет. «То, где мы не могли перестать смеяться». Тэхён кивнул. «И ты все время ошибался в хореографии». Хён тоже ошибался. «Но я не паниковал, как ты».
Чингук повернул голову, притворяясь обиженным. Я не паниковал. Тэхён посмотрел на него с явно недоверчивым выражением лица, а затем тихонько рассмеялся. И на мгновение они вернулись в то время, когда все казалось проще, легче. Не потому, что они не работали усердно, а потому, что еще не до конца осознали масштабы мира, с которыми им предстояло столкнуться. Теперь, продолжил Чингук, и его голос слегка изменился, стал глубже, все по-другому. Тэхён не ответил сразу. Он знал, что это не просто констатация факта, это было что-то, что он хотел понять. Как по-другому? Тихо вздохнул Чингук. Тяжелее. Но также более значимо. Тэхён медленно кивнул. «Мы меняемся», — сказал он. «Все меняются». Но Тэхён сделал паузу, подбирая нужное слово, не все остается прежним. Чингук повернул голову, глядя на него. И там, между невысказанными словами, было что-то, что они оба поняли без необходимости объяснять. Наконец они встали и вместе вышли из студии. Длинный коридор за съемочной площадкой был тих, освещенный лишь тусклым белым светом. Они шли неторопливо. Словно они знали, сегодня вечером больше нечего было делать. В конце коридора большая дверь вела наружу. Ночной воздух встретил их, как только они вышли на улицу, прохладный, свежий и немного пронизывающий. Тэхён глубоко вздохнул. «Холодно», — сказал он. Чингук кивнул, затем, недолго думая, снял куртку и накинул ее на плечи Тэхёна. «Надень». Тэхён повернулся, немного удивленный. «Тебе будет холодно». Чингук просто пожал плечами. «Я в порядке». Тэхён несколько секунд смотрел на него, а затем, наконец, надел куртку без дальнейших возражений. Такие вещи случались слишком часто, чтобы спорить. Их машина еще не приехала. Поэтому они стояли там, под бескрайним ночным небом, в сопровождении звука ветра и мягкого свечения уличных фонарей. «Хён», — тихо позвал Чингук. «Хм. Ты когда-нибудь боялся?» Тэхён не ответил сразу. Он знал, что дело не в простых вещах. Чего боялся? Чингук смотрел прямо перед собой, его глаза были немного пустыми. Всего этого. Того, как все может измениться в любой момент. Тэхён тихо вздохнул. «Боялся», — честно сказал он. Чингук поднял голову, немного удивленный. «Правда?» Тэхён слабо улыбнулся. «Я человек, Кук». Чингук усмехнулся. «Но», — продолжил Тэхён, теперь уже более мягким голосом, «я перестал так много об этом думать». «Почему?» Тэхён повернулся, глядя прямо на Чингука. «Потому что некоторые вещи не меняются». Чингук замолчал. И на несколько секунд мир словно остановился. «Что?» Наконец спросил он. Тэхён не ответил сразу. Он просто смотрел на Чингука, а затем улыбнулся, тихо, но многозначительно. И среди всего, что изменилось, всего, что пришло и ушло, всех этих меняющихся версий самих себя, Тэхён и Чингук оставались на одной линии. Не всегда идя рядом. Не всегда на одном месте. Но всегда и всегда будут находить путь друг к другу. Потому что в конце концов, за каждым экраном, за каждой историей, есть история, которая никогда по-настоящему не заканчивается. А это только началось.